Всем привет! Вы на канале Ashley Voice Music, и сегодня мы с вами разберем долгожданную мелодию Fairy Tail. Это основная тема из мультфильма Шрек. Наш кавер на эту песню можете посмотреть здесь, либо в описании под этим роликом. И разбирать мы ее будем в стиле фингерстайл. Разберем с вами первые 8 тактов. Сначала мы ставим аккорд АМ и играем так. Дергаем пятую струну, четвертую и одновременно вторую и третью. Дальше мы убираем все пальцы, кроме среднего. То есть средний палец у нас остается на четвертой струне, второй лад. Здесь мы играем так. Шестую дергаем струну, четвертую и вторую и третью одновременно. Получилось? Дальше мы играем все то же самое. Переход будет таким. Мы ставим указательный палец на вторую струну, пятый лад. Играем. И потом ставим мизинец на восьмой лад второй струны. Дальше мы зажимаем малое баре на пятом ладу, зажимаем первые три струны и играем так. Дергаю одновременно пятую струну и первую. И играю третью и вторую отдельно. Опять первая. И вторая на восьмом ладу. Еще раз, вот начальный переход. Малое баре. Дальше я отпускаю все струны и играю так. Шестую и первую одновременно. Дальше отдельно третью и вторую струну. Опять играю вот этот переход. Вторую струну на пятом ладу. Вторую струну на восьмом. И еще раз малое баре. Но здесь уже будет так. Мы играем мизинцем первую струну на восьмом ладу. Безымянным на седьмом ладу первую струну. И мизинцем вторую струну на восьмом ладу. И дальше все открыто. И также третью и вторую струну открыты. Все вместе получается так. Вот у нас переход с четвертого такта на пятый. Дальше мы играем опять этот переход. Первые 8 тактов полностью звучат так. Идем дальше. Дальше мы ставим малое баре также на пятом ладу и дергаем уже вместо пятой струны бас, мы дергаем четвертую. Четвертую и первую одновременно. Дальше играем третью. И средний палец ставим на вторую струну, шестой лад. И обратно третью струну. Получилось? 4, 1, 3, 2, 3.
соединим с переходом. Зажимаем баре на первом ладу. Безымянный палец мы ставим на четвертую струну третий лад, а средний на третью струну второй лад. И играем так. Шестую и вторую играем одновременно. Дальше мы играем четвертую, третью. И мизинец мы ставим на вторую струну третий лад. Получилось? Давайте начнем с перехода и все соединим. Дальше мы ставим аккорд С и играем так. Дергаем пятую и первую одновременно. И сразу ставим мизинец на первую струну третий лад. Дальше мы играем четвертую, третью, вторую и третью струну. Получилось? Давайте соединим с предыдущим тактом. И дальше мы просто поднимаем безымянный палец на струну выше, то есть на шестую. И играем так. Шестую и вторую одновременно. И дальше играем по порядку. Четвертую, третью, вторую струну. Соединяем с предыдущим тактом. Дальше у нас будет переход на следующую часть. Но сначала давайте соединим вот эти 4 такта. Дальше у нас будет такой переход. Мы ставим средний палец на четвертую струну. Дергаем. И дергаем третью открытую. И ставим аккорд АМ. То есть еще раз мы играем вот этот переход. Средний палец у нас на четвертой струне второй лад. Третья открытая. Поставили аккорд дальше АМ. И дергаем пятую и третью струну одновременно. Дальше мы играем вторую и первую. Получилось? Дальше мы играем на третьей струне на втором ладу и третью струну открытую. И ставим аккорд ЕМ. Дергаем шестую и четвертую одновременно. И играем вторую и первую последовательно. Получилось? Дальше мы играем такой же переход. То есть четвертая струна у нас на втором ладу, третья открытая. И зажимаем уже аккорд F. Играем шестую и третью одновременно. Дальше играем пятую и четвертую последовательно. Дальше мы играем вторую струну. Вторую струну на третьем ладу. И первую на первом ладу. Получилось? Давайте соединим эту часть полностью. И дальше я ставлю аккорд С. Пятую и первую одновременно. И третью, вторую и первую последовательно.
Дальше у нас будет переход на следующую часть. Но давайте пока соединим все, что было до этого. Дальше мы играем переход, мы ставим мизинец на первую струну 12 лад и средний палец на первую струну 10 лад. Играем это последовательно. 12, потом 10. Играю 12, потом 10. И переезжаю мизинцем на первую струну 8 лад. Зажимаю указательным пальцем на 5 ладу малое баре, первые 3 струны. И играю так, 4 и первую струну одновременно, 4 открытая, 1 на 8 ладу. Играю 3, 2 на 6 ладу, ставлю средний палец. Получилось, вот переход, 12, 10, мизинец ставлю на 8 лад, зажимаю малое баре, играю 4 и 1, 3, 2 на 6 ладу, дальше я смещаю мизинец на 7 лад, играю на 7 ладу и убираю палец. То есть убираю, и струна остается зажата на 5 ладу. Давайте соединим. Дальше я поднимаю малое баре на струну выше, то есть зажимаю уже первые 4 струны. И играю так. Ставлю мизинец на 8 лад второй струны. И играю 6 и 2 одновременно. Дальше играю 4 и 2, то есть я убираю со второй струны мизинец. Будет 2 струна на 5 ладу. Получилось? Дальше играю 4 и 3. Давайте соединим. Дальше я ставлю мизинец на 5 струну 8 лад, безымянный палец ставлю на 4 струну 7 лад и средний палец ставлю на 2 струну 6 лад. Указательный палец у нас зажимает первые 4 струны. Играю 5 и 1 одновременно. И дальше последовательно 4, 3, 2, 1. Как дошел до первой, как сыграл первую, я смещаю мизинец на 8 лад первой струны. То есть у нас получается, как будто мы зажали С, аккорд С, но не на первом ладу, а вот начиная от 5. Мы играем еще раз 5 и 1 струну одновременно, 4, 3, 2, 1 последовательно. Потом 1 на 8 ладу и 1 на 13 ладу. Получилось? Давайте соединим эту часть. Все мы начнем с перехода, когда мы играли 12, 10.
Давайте еще раз. Дальше у нас будет переход. Ставим указательный палец на вторую струну первый лад. И потом на вторую струну третий лад. Дальше мы зажимаем аккорд С и играем пятую, третью и первую последовательно, но очень быстро. То есть как только дернули пятую, сразу идет третья, потом сразу идет первая. Здесь нужно попрактиковаться, то есть нам нужно научиться это играть быстро, то есть не так. А у нас получается, что после пятой струны сразу же идет третья и сразу же идет первая. Получилось? Дальше мы играем вторую струну на третьем ладу, то есть ставим мизинец на вторую струну третий лад и убираем мизинец, играем вторую струну. Получилось? Дальше мы сжимаем баре на первом ладу. Средний палец ставим на третью струну второй лад. Играем одновременно шестую и третью струну. И вторую струну отдельно. Безымянный палец ставим на пятую струну третий лад. И мизинец на вторую струну третий лад. То есть получилось. Зажимаем полностью баре. Средний палец на третьей струне второй лад. Безымянный палец на пятой струне третий лад. Мизинец на второй струне третий лад, но чуть позже. То есть мы сначала играем шестую, третью, вторую, пятую на третьем ладу и вторую на третьем ладу. Давайте соединим. Дальше мы ставим аккорд С, но зажимаем мизинцем четвертую струну на третьем ладу. И играем так. Играем пятую и вторую одновременно. Четвертую отдельно. И третью отдельно. Получилось? То есть мы зажали аккорд С, но добавили сюда еще мизинец на четвертую струну, третий лад. Играем пятую, вторую одновременно. И потом последовательно четвертую и третью. Дальше мы убираем мизинец и играем четвертую струну. Получилось? Дальше у нас будет переход на следующую часть. Но давайте сейчас соединим предыдущие такты. Еще раз.
Идем дальше. Мы ставим безымянный палец, поднимаем выше, то есть у нас был аккорд С. Теперь мы поднимаем безымянный палец выше и играем шестую струну, пятую струну на первом ладу и пятую струну на третьем ладу. Указательный палец я ставлю на первый лад четвертой струны и играю четвертую и третью открытую. Получилось? И дальше я иду назад. На пятой струне играю третий лад, первый и шестая струна на третьем ладу. Получилось? Дальше я играю пятую струну на первом ладу и одновременно четвертую и третью струну открытую. Соединяем. Дальше я делаю такой же ход, но играю с продолжением. Шестую на третьем, пятую на первом, пятую на третьем. Четвертую на первом ладу, третью открытую и вторую на четвертом ладу. Потом вторую на третьем ладу. Безымянный палец опускаю ниже на третью струну, третий лад. Зажимаю средним пальцем шестую струну на третьем ладу и дергаю одновременно шестую на третьем ладу, третью открытую. Получилось? Ставлю безымянный и мизинец на первую, вторую струну, третий лад и играю вторую и третью. Соединяем. Дальше я играю третью струну открытую, третью на третьем ладу. Дальше я зажимаю баре, то есть полностью весь лад на четвертом ладу, а средним пальцем зажимаю третью струну на пятом ладу. Играю шестую и третью струну одновременно. И играю вторую и первую по отдельности. Безымянным пальцем зажимаю пятую струну на шестом ладу. Получилось. Шестая и третья одновременно. Вторая и первая по отдельности. И пятая на шестом ладу. Давайте это соединим. Давайте теперь соединим эту часть полностью. И ставим такой аккорд. Зажимаю указательным пальцем пятую и четвертую струну, мизинцем зажимаю вторую струну на третьем ладу, безымянным пальцем зажимаю третью струну на третьем ладу, и потом мы еще доставим средний палец на четвертую струну, третий лад. Пока держим этот аккорд без среднего пальца, дергаем одновременно пятую и четвертую струну, играем отдельно третью и вторую, и ставим средний палец и дергаем четвертую струну. Получилось? Давайте теперь это соединим. Ставим баре на четвертый лад. 6, 3, 2, 1, 5. Одновременно пятую и четвертую, третью, вторую и четвертую. Давайте соединим полностью этот кусок. И дальше мы зажимаем аккорд С
И играем одновременно пятую и третью струну. Дальше играем четвертую. И по отдельности вторую, третью и четвертую. Получилось? Пятую, третью, четвертую, вторую, третью, четвертую. И последний такт этой части дергаю пятую, четвертую и опять вторую, третью, четвертую. Получилось? Дальше мы вставляем аккорд С и играем так. Играем одновременно пятую и третью струну. И последовательно играем четвертую, третью и вторую. И повторяем так еще 2 раза. Пятая, третья. И 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1. Дальше мы играем шестую и вторую открытые, то есть на грифе ничего не зажато, играю шестую и вторую одновременно. И также играю третью, вторую, первую последовательно. И еще 2 раза. Получается. Еще раз. Здесь также отпускаю все, но зажимаю третью струну на первом ладу. И играю то же самое. Давайте соединим. С. Открытые. С. Открытые, но третья струна зажата на первом ладу. Шестая и вторая одновременно. И потом третья, вторая, первая. Идем дальше. Дальше у нас все открытое. Я играю шестую и последовательно играю вторую и первую струну. То есть первая струна у нас открытая, должна прозвучать 4 раза. Шестая, вторая, первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая. Дальше на 5-й раз я зажимаю указательным пальцем первую струну на третьем ладу. Получается так. Сейчас буду называть струны. 6, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. И перемещаю указательный палец с малым баре, то есть зажимаю потом малое баре на 5-м ладу. И играю пятую струну открытую и первую на 5-м ладу одновременно. Получилось? Здесь также играю этот перебор, только не на второй и первой струне, а на третьей и второй струне. Здесь этот перебор будет 3 раза, то есть вторая струна на 5-м ладу будет всего 3 раза. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте совместим. В самом начале 4, потом 3. Раз, два, три, 4. Раз, два, 3. Дальше я играю на первой струне 5-й лад, потом третью струну, вторую струну на 8-м ладу и опять третью. Получилось? Раз, два, три. Первая, третья, вторая на 8-м и третья.
Давайте это все совместим медленно. И дальше я играю открытые шестую и первую одновременно, третью и вторую последовательно. То есть здесь давайте ориентироваться по второй струне. Вторая струна у нас открытая прозвучит 3 раза. То есть вот мы сыграли открытые. Раз, два, три. Давайте соединим с предыдущим тактом, чтобы вы поняли. Раз, два, три. Открытые. Раз, два, три. Дальше мы играем, зажимаем пятый лад на второй струне, играю вторую, третью открытую, потом на восьмом ладу вторую струну и третью открытую. То есть получается открытые. Раз, два, три, пятый лад, восьмой. Давайте сначала медленно. Дальше я также зажимаю малое барре, дергаю пятую открытую и первую. Также играю третью и вторую струну. Здесь давайте также ориентироваться по второй струне. Вторая струна у нас прозвучит 2 раза. То есть дернул пятую и первую. Раз, два. Дальше мы чередуем первую и третью струну. Первую на восьмом, на седьмом. И вторую на восьмом. Получилось? Как вы могли заметить, это наша начальная часть, только с добавлением дополнительных нот. То есть это когда мы играли. Только здесь мы играем немного по-другому. И дальше мы убираем все, играем одновременно шестую и первую открытые и считаем также по второй струне. Раз, два, три. Дальше чередуем также вторую струну с третьей, играем вторую на пятом ладу, на восьмом, зажимаем малое барре, но дергаем бас уже не пятую, а четвертую струну. Средний палец ставим на вторую струну шестой лад и чередуем. Также будет 3 раза. Раз, два, три. Дальше ставлю мизинец на первую струну восьмой лад, чередую с третьей, и вторая и третья. Получилось? Давайте соединим это.
Дальше мы ставим баре на первый лад и зажимаем так. Средний палец у нас стоит на третьей струне, второй лад. И безымянный палец на четвертой струне, третий лад. Здесь я играю одновременно шестую и вторую. И последовательно чередую четвертую и третью струну. Будем считать по третьей струне. Третья струна у нас прозвучит 3 раза. Раз, два, три. Ставлю мизинец на вторую струну, третий лад. Играю вторую струну. Чередую с четвертой. И опять третья струна. Получилось 6-2. 4-3, 4-3, 4-3, 4-2, 4-3, 4. Давайте это соединим. И ставим аккорд С, но здесь мы дергаем пятую и первую одновременно. Потом третью, первую на третьем ладу, третью, переходим на четвертую, потом третью, потом вторую. И повторяем третью и вторую струну. Получилось? Давайте соединим с предыдущим тактом. Вот у нас был аккорд. Дальше я поднимаю безымянный палец на струну выше, то есть на шестую струну, третий лад, и играю шестую и вторую одновременно. И чередую четвертую и третью. Здесь у нас третья струна будет открытая 3 раза. Раз, два, три. И ставлю безымянный палец на пятую струну, седьмой лад. Играю пятую струну, третью. И зажимаю указательным пальцем четвертую струну на пятом ладу. Получилось? То есть на седьмом ладу сыграл пятую струну, третью открытую, четвертую на пятом ладу и третью открытую. Давайте еще раз закрепим. Раз, два, три. Перемещаю на седьмой лад пятой струны. Пятая, третья открытая, четвертая на пятом ладу и третья открытая. Дальше я перемещаю безымянный палец ниже и дергаю одновременно пятую и четвертую струну. Дальше я зажимаю малое баре, играю такой перебор. Третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Получилось? Третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Дальше я играю так. Я оставляю безымянный палец на четвертой струне, седьмой лад и дергаю четвертую струну, третью, убираю безымянный палец и ставлю безымянный палец на пятую струну, седьмой лад и дергаю одновременно с шестой. Давайте это соединим. И здесь также играю такой же перебор по открытым струнам. Третья, вторая, третья,
первая, третья, вторая, третья. Дальше я играю пятую струну на седьмом ладу, потом третья. Указательным пальцем зажимаю четвертую струну на пятом ладу, дергаю четвертую и потом третью, открытую. То есть давайте еще раз вот этот такт. Вот мы перешли на пятую струну на седьмой лад и перебор. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Дальше играем пятая струна, третья, четвертая на пятом ладу и опять третья. Давайте соединим. Дальше мы ставим аккорд F и играем здесь так. Дергаем одновременно шестую и третью и чередуем пятую и четвертую. То есть четвертая, здесь будем ориентироваться по четвертой струне. Четвертая у нас прозвучит два раза. Шестая и третья. Раз, два. Дальше мы играем вторую струну, пятую. Потом вторую струну на третьем ладу, пятую. И первую струну на первом ладу. И опять пятую. Вот мы заканчиваем на аккорде F. Дальше мы играем открытую и ставим аккорд C. Здесь мы дергаем бас и сразу играем третью, вторую, первую, третью, вторую, первую. Давайте еще раз. Вот аккорд F. После того, как мы сыграли последний раз первую струну, мы перемещаемся на 12 лад первой струны, играем ее, потом третью, потом 10 лад, третью. Дальше мы зажимаем малое баре на пятом ладу, мизинец ставим на первую струну 8 лад, а средний палец ставим на вторую струну 6 лад. Играем здесь одновременно четвертую и первую, дальше третью и вторую. Здесь давайте считать вторые струны. То есть вот мы дернули четвертую и первую и считаем. Раз, два. Дальше мы смещаем мизинец на седьмой лад, играем первую струну на седьмой лад, потом третья и убираем мизинец. Третья. И ставим мизинец на вторую струну 8 лад. Получилось? Давайте еще раз. Дальше мы дергаем еще раз вторую струну и шестую открытую. И смещаем перебор на струны выше. Убираем мизинец. И опять ставим. Дальше мы зажимаем мизинцем пятую струну на 8 ладу и средним пальцем зажимаем вторую струну на 6 ладу. И играем такой перебор. Играем одновременно пятую и первую. И потом перебор будет третья и вторая. Мы будем считать вторую струну. Раз, два, три. Сначала дернули одновременно. И считаем третья, вторая, раз, третья, вторая, два, третья, вторая, три. Дальше мы играем первую, третью,
Давайте еще раз. Раз, два, три. Дальше играем первую. Три. И мизинец смещаем на первую струну, 8-й лад. И съезжаем на 13-й лад. Давайте еще раз вот последний такт. Раз, два, три. Первая. Первая на 8-м. И дальше у нас идет конечная часть. Мы ставим указательный палец на вторую струну, 1-й лад. Потом мизинец на вторую струну, 3-й лад. И зажимаем аккорд С. И дергаем здесь 5-ю, 3-ю и 1-ю. Последовательно, но очень быстро. Получается? Дальше мы играем вторую струну на 3-м ладу. Потом вторую струну на 1-м ладу. Получилось? Вот 13-й лад. Дальше зажимаем аккорд F. Дергаем 6-ю и 3-ю. И потом 2-ю. Давайте еще раз. Вот 13-й лад. И играем. Дальше мы перемещаемся указательным пальцем на 8-й лад. Играем на первой струне. Потом 10-й лад. И зажимаем полное барре на 8-м ладу. Мизинец зажимает первую струну на 12-м ладу. Здесь играем 6-ю, 2-ю и 1-ю. Дальше мы играем первую струну на 10-м ладу, на 8-м. И потом ставим безымянный палец на вторую струну, 10-й лад. Дергаем одновременно 5-ю и 2-ю. И играем 1-ю. Получилось? Пятую и 2-ю. 5-я на 8-м. 2-я на 10-м. И 1-я на 8-м ладу. Давайте это соединим. Дальше мы играем также. Указательный палец на второй струне, 1-й лад. Мизинец на 3-м ладу 2-й струны. Также аккорд С. Играем 5-ю, 3-ю и 1-ю. Потом 3-й лад 2-й струны. 1-й. Аккорд F. 6-ю и 3-ю. 2-я струна. И 2-я на 3-м ладу. И здесь мы зажимаем аккорд С и играем последовательно 5-ю, 4-ю, 3-ю и 2-ю струну. Давайте сейчас это все соединим. Вот мы дошли до 13-го лада. И концовка. Это была вся мелодия Fairy Tail. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. И также не забудьте подписаться на этот канал, потому что здесь выходят каверы на популярные мелодии, уроки по гитаре. И увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока!